Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить гавайскую пиццу. От одного названия уже становится как-то веселее на душе. А уж какая она вкусная, причем любят ее и взрослые, и дети. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, что же нам понадобится для ее приготовления. Но начнем мы с вами с курицы. Обычно для гавайской пиццы используют отварную курицу, но мне кажется, у нее слишком простой вкус, поэтому я вам предложу что-то поинтереснее. Итак, мы ее сейчас будем обжаривать. В сушеный чеснок добавим немного соли и перца. Смешаем все это и присыпем этими приправами нашу курицу. И теперь в небольшой сковороде на растительном масле мы будем обжаривать нашу грудку на среднем огне. Нам нужно, чтобы она не слишком зажаривалась и уж тем более не горела. Накрываем крышкой и доводим до легкой румяности. Теперь переворачиваем на вторую сторону, также накрываем крышкой и снова подрумяниваем. Ну а пока курочка обжаривается и шкварчит на заднем плане, мы с вами займемся приготовлением теста. В глубокую удобную миску вливаем теплую воду и добавляем сюда немного сахара. Дальше раскрошим сырые дрожжи и все тщательно перемешаем. Дрожжи в воде должны полностью раствориться, как и сахар. Дальше накроем полотенцем и дадим постоять минут 5-10. За это время дрожжи начали работать и уже пузырятся. Теперь всыпаем муку и соль. И тщательно замешиваем тесто. Если тесто получается слишком густым, добавьте немного воды. А если слишком жидким, то немного муки. Дальше тесто проще замешивать вручную. Как только тесто перестанет липнуть к рукам и станет однородным, вливаем к нему масло и вымешиваем еще раз. После этого тесто у нас становится вот таким мягким и эластичным. Скатываем его теперь в шар и кладем обратно в миску. Она у нас уже масляная, поэтому дополнительно смазывать не нужно. Снова накрываем полотенцем и даем тесту отдохнуть. Можно убрать его в теплое место, а можно просто оставить при комнатной температуре. Главное, чтобы в вашей комнате не было сквозняков. Курица к этому времени уже пожарилась, мы ее оставим остывать и займемся другими ингредиентами для начинки. Нам осталось лишь натереть сыр на крупной терке и нарезать более тонкими слайсами кусочки ананаса. Можно использовать кольца, это не принципиально. В общем, ананас режем так, как нам хочется его есть в пицце. Я ананасы хочу оставить треугольничками, но они очень широкие, поэтому я их разрежу вдоль пополам. Курица, приготовленная под крышкой, получается очень сочной внутри и при этом пряной и ароматной снаружи. Нарежем ее сейчас тонкими слайсами. Ну а чтобы приготовить томатный соус для пиццы, в перетертую мякоть томатов добавляем немного соли и сушеный базилик. Сюда же добавим 2-3 столовые ложки сиропа от ананасов. Он сделает наш соус более сладким и не таким густым. Теперь все это тщательно размешаем. Все ингредиенты у нас готовы. И сейчас сразу подготовим форму для выпекания. У меня вот такая круглая для пиццы, но можно использовать и обычный противень. Чаще всего формы присыпают мукой, но я рекомендую все-таки лучше смазывать их растительным маслом, потому что поверхности у всех разные, и чтобы уж пицца точно не прилипла, лучше использовать масло. Тесто к этому времени у нас поднялось и стало более пышным. Теперь поверхность присыпем мукой и раскатаем круглую основу для нашей пиццы. Переносим тесто в форму и формируем бортики. Иногда под тестом остаются пузыри воздуха. Лучше их вот так аккуратно выгнать от центра к краю. Дальше равномерно распределяем по основе томатный соус. Немного присыпем его сыром. И сверху выложим теперь красиво и курицу, и ананасы.
И сверху присыпем оставшимся сыром. Все, ставим нашу пиццу выпекаться в духовку на 180 градусов, примерно на 20-25 минут. Смотрите по своей духовке, главное, чтобы краешки у пиццы зарумянились. Вот такая очень вкусная ароматная пицца у нас получилась. Она слегка сладкая от ананасов и с пряной курочкой. Пишите мне комментарии, любите ли вы гавайскую пиццу. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Также заходите в соцсети, все ссылочки в описании. Ну а у меня на сегодня все. Приятного вам аппетита. Пока!